Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. Скалистые горы Монтаны не прощают ошибок. Здесь, где вершины вонзаются в свинцовое небо, а воздух пахнет хвоей и вечным холодом, жизнь — это не дар, а ежедневный трофей. Алекс знал это лучше многих. Будучи специалистом по охране дикой природы, он провел последние 7 лет в добровольном изгнании, изучая механизмы выживания видов в экстремальных условиях. Его хижина, срубленная из векового кедра, стояла на краю глубокого каньона, отрезанная от цивилизации часами езды по разбитым грунтовкам. Жизнь Алекса была подчинена ритму природы. Подъем с рассветом, проверка фотоловушек, запись данных о миграции лосей и долгие вечера у камина с кружкой крепкого чая. Он любил эту тишину. Но в тот вечер тишина была другой, тяжелой, давящей, предвещающей бурю. Около полуночи, когда Алекс уже собирался гасить лампу, в дверь поскреблись. Это не был настойчивый стук человека или яростный удар зверя. Это был слабый, надрывный звук, смесь скулёжа и царапанья когтей по промерзшему дереву. Алекс замер, рука непроизвольно потянулась к тяжелому фонарю и охотничьему ножу на поясе. В этих краях не ждали гостей после заката. Распахнув дверь, он приготовился увидеть что угодно, но только не это. На пороге, в пятне тусклого света, стояла собака. Крупная помесь овчарки с кем-то более массивным, она едва держалась на ногах. Ее шерсть свалялась, бока впали, а из пасти вырывались облачка серого пара. Позади нее, сбившись в кучу на снегу, копошились 4 крошечных щенят. Собака подняла голову. В ее глазах не было ни тени агрессии, ни страха перед человеком, только запредельная, вековая усталость и безмолвная, отчаянная мольба. Она словно говорила: «Я больше не могу их нести. Сделай что-нибудь». Алекс опустился на колени. Его профессиональный взгляд мгновенно выхватил главное. Один из щенков, самый маленький, лежал неподвижно. Его белая шерстка была залита чем-то темным. «Заходи», — тихо сказал Алекс, отступая в сторону. «Давай же, девочка, веди их внутрь». Собака, пошатываясь, вошла в тепло хижины, не сводя глаз с человека. Она позволила ему поднять раненого малыша. Остальные щенки, почуяв тепло очага, неуклюже поползли следом. На кухонном столе под ярким светом лампы открылась страшная картина. Бок щенка был буквально разодран. Клыки хищника прошли глубоко, задев мышцы. «Держись, приятель», — шептал Алекс, быстро вскрывая аптечку. Он знал, что делать. В его работе часто приходилось оказывать помощь раненым животным, но сейчас на кону была жизнь существа, которая полностью зависела от его рук. Мать-собака сидела рядом. Она не скулила и не мешала. Она просто смотрела, как Алекс промывает рану антисептиком, как вводит антибиотик и точными, уверенными стежками накладывает швы. Состояние было критическим. Потеря крови, шок и переохлаждение — коктейль, который обычно убивает таких крох. Но щенок дышал. Слабо, прерывисто, но дышал. Закончив повязку, Алекс соорудил из старых свитеров теплую лежанку у камина. Он налил собаке теплой воды и достал из запасов банку тушенки. Она ела жадно, но постоянно оборачивалась, проверяя своих детей. Алекс сидел на полу, прислонившись спиной к стене, и наблюдал за спасенным семейством. Он пытался восстановить картину произошедшего.
В этих краях не было случайных собак. Позже, по следам и остаткам шерсти, он поймет, что произошло. Какой-то человек, если его можно так назвать, вывез собаку с новорожденными щенками глубоко в лес и оставил там, обрекая на верную смерть. Возможно, он думал, что природа позаботится о них. Природа и позаботилась в своем суровом стиле. Запах крови и слабости быстро привлек стаю волков. Собака-мать приняла бой. Она отбивалась как могла, закрывая собой щенков. Именно тогда один из малышей попал под удар вожака. Стая уже готовилась к финальному броску, когда из чащи, привлеченный шумом, вышел старый медведь-гризли. Волки, не желая связываться с хозяином тайги из-за сомнительной добычи, отступили. Этот момент стал для собаки шансом. Израненная, истощенная, она подхватила раненого щенка за шкирку и погнала остальных вперед, сквозь бурелом и снег, ведомая каким-то чудом или древним инстинктом, который подсказал ей: там, где горит свет, есть надежда. Тишину ночи разорвал звук, от которого у Алекса по спине пробежал холодок. Долгий протяжный вой, а затем ответный, совсем близко. «Проклятье!» — выдохнул он. «Они выследили вас?» Волки не привыкли отдавать добычу. Они шли по следу крови и теперь стояли у его порога. Алекс подошел к окну и включил мощный прожектор. В темноте леса вспыхнули десятки желтых огней. Глаза. Они не боялись света. Они знали, что внутри тепло и еда. Связи в горах почти не было, но у Алекса была рация дальнего действия для связи с базой рейнджеров. «База? Это пост 4. У меня проблема». Стая окружила хижину. «Нападение на домашних животных. Есть раненые. Мне нужна поддержка». Голос в рации сквозь помехи ответил: «Принято, Алекс. Ближайший вертолет будет у тебя через час. Держись. Час». В условиях, когда хищники чувствуют слабость преграды, это вечность. Алекс начал действовать. Он забаррикадировал нижнюю часть двери тяжелыми бревнами для камина, зарядил сигнальный пистолет. Собака-мать поднялась, ее шерсть на загривке встала дыбом, а из груди вырвался низкий, вибрирующий рык. Она была готова к последнему бою. Снаружи послышался скрежет, когти рвали обшивку дома. Волки пробовали стены на прочность. Один из них прыгнул на окно, и стекло отозвалось угрожающим треском. Алекс схватил фальшфейер, сорвал чеку и выставил его в приоткрытую форточку. Яркое красное пламя и едкий дым на мгновение отогнали стаю, но он понимал — это лишь отсрочка. Волки были голодны и злы. Прошло 40 минут. Воздух в хижине стал холодным, огонь в камине почти погас, а открывать дровницу на улице было самоубийством. Внезапно раздался сильный удар в дверь. Петли застонали. Собака бросилась к порогу, оскалив зубы. И тут небо над лесом взорвалось. Рев турбин вертолета «Блэк Хок» заглушил вой волков. Огромные лучи прожекторов разрезали тьму, превращая ночь в день. Спасатели выпустили несколько каскадов сигнальных ракет, которые с шипением падали в снег, заливая лес невыносимо ярким светом и запахом магния. Дикие звери, какими бы смелыми они ни были, не могут противостоять технологическому гневу человека. Стая дрогнула и растворилась в тенях вековых сосен так же быстро, как и появилась. Вертолет завис над поляной. Из него спустились двое рейнджеров. «Живой?» — крикнул один из них, вбегая в хижину. «Живой!» — Алекс вытер пот со лба. «Но мне нужно забрать их отсюда. Им нужен врач». Собаку и щенков бережно погрузили в транспортный отсек. Когда Алекс заходил в вертолет последним, он обернулся на свою хижину. Она больше не казалась ему оплотом спокойствия.
Она казалась местом, где началась новая жизнь. Прошло 3 месяца. Зима в Монтане начала сдавать позиции, уступая место робкой весне. Снег почернел и осел, обнажая проталины, на которых тут же пробивались первые цветы. Алекс сидел на крыльце своей хижины, потягивая кофе. Раненый щенок, которого он назвал «Счастливчик», полностью поправился. После ветеринарной клиники Алекс не смог отдать их в приют. Он оформил документы на опеку и забрал всю семью к себе. Утреннюю тишину нарушил звонкий лай. Из леса на поляну выбежала та самая собака. Теперь ее звали Гретта. Она выглядела великолепно. Густая блестящая шерсть, мощная грудь и уверенный взгляд. За ней, кувыркаясь в траве, неслись 4 подросших щенят. Счастливчик, узнаваемый по небольшому шраму на боку, первым добежал до Алекса и ткнулся холодным носом в его ладонь. Грета подошла медленно, с достоинством. Она положила голову ему на колено и закрыла глаза. Алекс улыбнулся. Его жизнь в горах перестала быть тихой и размеренной. Теперь в хижине постоянно что-то падало. Кто-то грыз его старые ботинки, а по ночам вместо воя волков он слышал мерное сопение 4 здоровых псов у своей кровати. Он понял, что в ту холодную ночь спас не просто животных. Он спас себя от одиночества, которое раньше принимал за покой. Теперь его дом был полон жизни, тепла и той безусловной преданности, которую можно найти только в сердце существа, знающего цену спасения.